Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события июня. События будущего. И я благодарна вам за добрые искренние комментарии, за вашу поддержку моего творчества, что вы смотрите мои видео и читаете мои публикации. Июнь – первый месяц лета, и доброе небо июня требует от нас некоторого терпения. Хорошо пробовать себя в чем-то новом, примерять словно на себя. Хочу я этим заниматься или нет? Есть у меня к этому какие-то склонности, приносит ли мне это удовольствие или нет? Ну вот именно через опыт. Может быть, проб и ошибок, но, по крайней мере, если мы не идем вперед, то нас время, жизнь заставит все равно что-то видоизменять. Или, может быть, где-то и адаптироваться. Научиться смотреть далеко вперед, изменить свой образ жизни, может быть и так, но уж точно способ мышления. Нас готовят энергии июня. И будет очень важно в июне, просто это категорически противопоказано, волноваться по пустякам или строить вокруг себя невидимые заборы, барьеры. Не мешайте себя, не лишайте себя радости. Отпускайте все то, что вас может раздражать. Будьте добрее к самим себе. Мы все будем, поверьте, вынуждены до конца 2025 года адаптироваться к новым правилам игры. А я бы сказала, это еще какая-то прелюдия или, если так можно назвать, генеральная репетиция, потому что это год змеи. Змея у нас мудрая, она не торопится, поэтому у нас время. Вот эти полгода есть, а уже 2026 год, год огненной лошади, нам может принести более стремительные перемены в виде информации, в виде тех внешних событий, которым нам тоже придется адаптироваться. И есть то, что мы не можем изменить. Значит, следует изменить наше отношение к этому. Я вас приглашаю на свой сайт. У меня есть и разного рода статьи, есть и статьи по психологии, есть планетарные гороскопы. Я оставлю ссылки. Вы можете выбрать, что вам интересно. Или в целом зайти на сайт и с главной страницы выбрать то, что вам нравится, через меню. Но также есть еще и по точнее, китайской астрологии. Есть у меня статья до конца года, что будет наиболее важно, какие энергии присутствуют в вашей жизни. Чем больше подсказок, тем лучше. А мы идем вперед. Так что же там прояснится события ближайшего будущего? И первый у нас карты цыганского старинного пасьянса. Он у меня очень давно. И закрытый путь. Куда-то закрытый путь. Может быть, вы там себе наметили какую-то многозадачность и будете фильтровать. Может быть, и хотели вы так это быстро куда-то стартануть. Но вот есть пока какая-то данность, которую вы преломить пока не можете. Может быть, и вы ждете, что какой-то человек к вам приедет. Или сами, кстати, вот посмотрите, у вас выпадает солнце. Вы сами можете закрыть какой-то путь словно или в какое-то дело. А у кого-то и будет касаться отношений, завершить отношения какие-то вы можете. Но чтобы это не было, здесь какая-то более правильная трансформация, перерокировка, наверное, к тому, к чему вы будете прилагать свои усилия, свои таланты, свою энергию, на что вы будете тратить время или на кого вы будете тратить время, мои дорогие рыбы и рыбки, потому что вот солнце – это выбор правильного направления. И все то, что я сказала еще до карт, и правда для вашего знака зодиака, это архиважно. Дорога к солнцу. То, что вы выбираете сейчас, для вас будет первое. Важно последующие 6-8 месяцев. Вам нужно будет этим продолжать заниматься, развивать себе или какие-то знания, может быть, по данной области приобретать. Все зависит от того, что вы избираете. И в последующем это будет более длительный такой заход лет на 10-20. Но вот этот период в 6-8 месяцев, как я уже сказала, для вас будет очень важен. Поэтому правильные ориентиры себе поставить. И вполне вероятно, это как состояние выбора. А выбор, он предполагает, от чего-то мы отказываемся, а что-то мы продолжаем.
Можно дальше вообще-то не смотреть. Солнце выпало уже, правда? Но вам это по судьбе, правда? А я бы сказала, судьбоносный выбор или судьбоносные события. Я предполагаю, у кого-то это будет касаться какой-то прежней истории, ситуации, с которой вы уже сталкивались не раз, или в подобные какие-то условия вы уже не раз попадали, вам захочется поставить словно точку в чем-то. И вот от этого правильного выбора будет зависеть ваше качество жизни. Но здесь словно судьба, высшие силы вам помогают, мои дорогие. Не упустите это благополучное время. Более того, у вас еще выпадает якорь. Это уверенность. В дне сегодняшнем и завтрашнем вы тут с чем-то определяетесь. И если прежде вы все сомневались, вы все не знали, а как быть, а что продолжать, то тут вы точно знаете. Ну, правда, смотрите, у вас... Да, закрытый путь. Закрытый путь, это ведь может быть как и разочарование. Вы поставили какое-то табу и сказали, да вот я не буду больше этим заниматься. Или я даже в этом направлении больше думать не буду. Это точно не имеет никакого значения, по крайней мере для меня, вот для вас, для вашего прогресса, для продолжения. Вы можете остро чувствовать время, что... Вот как будто на самом деле, что есть смысл развивать, продолжать, уделять внимание, тратить время. А что, ну точно, словно поезд мой туда больше не пойдет. У меня другие интересы и совершенно я себе желаю другого качества жизни. Вот это все важно. И у вас выпадает колчан со стрелами, полное исполнение желаний. И это при уверенности. Какие-то бонусы точно будут. Или вы будете видеть плоды труда своего. Хотя, вот смотрите, не всем это может нравиться. Поэтому будьте к этому психологически готовы, морально готовы. По ножу у нас идут ссоры. Поэтому кто-то вам может возражать. Ну, наверное, держите марку, осанку на любых поворотах. Поэтому, если даже ваше решение кому-то не по вкусу или не нравится, главное, мои дорогие рыбы и рыбки, чтобы оно нравилось вам. Да, карты говорят, прямой конфронтации по возможности ты избегай, потому что жизнь иногда нас все равно вынуждает, заставляет общаться с теми людьми, с которыми вчера у нас, ну вот как на ножах, да, были отношения. Ну и нам проще бывает обратиться или поговорить банально, когда нет вот этого противостояния. Поэтому по возможности нивелируйте. Ну сказать, что вы, ну, словно становитесь для кого-то удобными, а для себя, ну, нет, или на второе место себя поставили, или предпочли чьи-то интересы своим собственным, то точно нет. У вас на кону солнце. Вы можете так сделать, вы можете предпочесть чьи-то интересы или по доброте душевной, мои дорогие, согласиться на что-то, но вы не будете довольны. Вас это потом будет мучить. Поэтому пришло время расставить все точки над «и». У кого-то важные бумаги, важные документы, вполне вероятно, или получение таковых, или вы будете заниматься получением каких-то документов. Возможно, вам придется обратиться в инстанции, к чиновникам, опять же, в связи с чем или что это будет означать, какие планы вы тут поставите себе. Может быть, это вы захотите куда-то съездить, переехать, да, и будете узнавать, каким образом мне это осуществить. Возможно, и придется некоторые банковские документы, я такое тоже могу предположить. Тут все что угодно может быть, поскольку любые сферы жизни где-то символизируют вот этот колчан со стрелами. Вообще время исполнения желаний и добрых энергий. В первую очередь, вот та доброта к самому себе. И если мы прежде что-то не могли осуществить, скорее всего, вы тут себе можете, знаете, так, без излишнего самокопания сказать, да и ладно, нет, значит, и мне это не нужно, и пойдете дальше. И добрая энергия этому всему способствует. В нашем пасьянсе мы можем сложить крайние ряды, как по вертикали, так и по горизонтали, и у вас часы – это добрые перемены. Смотрю, что еще совпало. И надо сказать, я не вижу больше совпадений, но вполне того, что нам сказали, это уже немало, на мой взгляд. Пойдем с вами дальше. И если мы
Видео сказали, что прояснится в заглавии видео, да, поставили с вами такой вопрос. Так вот, что же прояснится? В какой сфере жизни? Хотя нам уже и карты пасьянса где-то обрисовали ситуацию, с чем это может быть связано. Но все же на Таро дополним, что же у вас прояснится. Неожиданности, вторая карта. Третья, добрые события, что вас приятно удивит, что вас будет радовать. И к чему это все идет? Для чего вообще вся эта, может быть, перезагрузка вам была нужна, мои дорогие? Какое продолжение следует? И мы с вами достанем по основным сферам жизни. Вот этот период, или с которым будут связаны вот такие события, как это проиграется в сфере ваших достижений, работы, бизнеса, учебы или получения каких-то документов, самых разных. Финансы, деньги – что в этом периоде и любовь, и личная жизнь. Так что ж там у вас проясняется? Ну, закрытый путь и десятка мечей. Мы действительно закрываем в прошлое дверь. Причем это нас уже не ранит. Нам уже никак. Нас уже не цепляет. А то, что болело, отболело. А то, что расстраивало, вообще никаких эмоций. Мечи. И я люблю за это мечи, хотя иногда говорят, ой, мне выпали одни мечи. Да, это прекрасно. Это, знаете, холодная голова, без эмоций. Ну вот есть какая-то данность, и мы ее принимаем. Ну вот, и, кстати, на этой карте нам изображены птицы. Птицы – это новости, информация. Вот тут не важно, кто нам что говорит. Мы принимаем решение. И девушка нам показана, повернулась спиной к прошлому, ей полный вперед. Вот и вы с чем-то будете определяться, расставлять все по местам, чтобы ваша жизнь перестала быть путанной, была более понятная, и чтобы ваши ресурсы вы тратили только в направлении солнца вашего счастья. Неожиданности. Ну и неожиданности, соответственно. Ну, правда, тут у вас перемены. Вот они, перемены нам Таро тоже подтверждают. Карта колесницы – это еще и что-то скоро, быстрые перемены. По этой карте мы можем куда-то быстро собраться, подпоясаться и поехать. И, кстати, не теряя времени даром. Не оглядывайся назад, говорит нам карта Аркан, колесницы, тебе отсюда только вперед. Я уже об этом только что говорила, мои дорогие. Но будьте готовы к тому, ведь это сама по себе карта неожиданностей. Мы на пороге чего-то нового. Что-то может не вписываться в наш шаблон или в наши предыдущие планы, и поэтому вам придется вносить в них коррекцию. По этой карте мы не можем от чего-то отказаться, именно от нового. Не от того, что в прежнем каком-то периоде было, и мы так искусственно, словно за уши притягиваем какую-то ситуацию и заново пытаемся какой-то реванш сделать. Если возвращают нам пространство людей или какие-то ситуации по работе, значит, в этом мы должны расставить все по местам. Но сказать, что мы инициируем прошлое, по этой аркану, по этой карте точно нет. Нам отсюда только вперед. Но если у вас складывается такой период жизни, может быть, в один день, может быть, и в несколько дней, когда нужно быстро будет ориентироваться, переключаться на какую-то новую задачу, не упустите время. Потому что тогда высшие силы словно вам помогают. Ведь это карта где-то, которая ведет к успеху. Вот такие энергии сейчас в вашей жизни. И если мы что-то оставим на завтра, на потом, а потом этого случая не будет. Максимально как-то правильно распределить время июня. Потому что по этой карте и идет еще и такое значение победы. Это будущие победы. Но они закладывают свой фундамент именно теперь, в июне. Все зависит от нашего восприятия или от того, выбор в пользу чего или кого вы делаете. Добрая энергия. Ну, правда, добрая энергия. Туз чаш, у кого-то любовь, у кого-то продолжение личной истории, какие-то новые планы. Для людей семейных, ну, понятно, тут какие-то и радости. Да и вообще для всех это радость. Может быть, кто-то из вас завершит одиночество или решится, хватит мне быть в сольном варианте, и вы будете расширять контакты, продумывать, каким образом это сделать. Может быть, начнете что-то новое изучать, и вам это принесет вдохновение, словно захватит в вас с головой. Вот вдохновение ведь тоже тут имеется в виду, правда? Когда мы занимаемся любимым делом, нам это нравится,
и мы не чувствуем нагрузки. Недаром говорят, что если ты не хочешь ходить на работу как на каторгу, ты должен заниматься тем, что тебе приносит радость, вдохновение. Что даже если тебе приходится что-то повторять, переделывать, ты не испытываешь какого-то прессинга. Вот это все у вас как и наполняет, так и просто приносит радость, а не каторгу, мои дорогие. Но это еще и карта любви, поэтому у кого-то развитие либо отношений, либо построение таковых, либо для людей, кто в паре, продолжение какое-то следует. Вот эти добрые эмоции, добрые энергии июля пытаются вас направить в сторону солнца, в сторону счастья, мои дорогие рыбы и рыбки. К чему же это все идет? К любви, опять же, но и выбору. Мы об этом с вами говорили, хотя в этой колоде карт это все-таки про любовь. Ну, может быть, и придется делать этот выбор. Опять же, это у нас карта старшего аркана, быстрое развитие отношений, может быть, даже и так. Тех отношений, которые длились относительно недавно. Важное признание. Но и вы можете, если мы говорим про отношения, когда вы еще недостаточно знакомы, или еще сопутствующие вопросы вас ставят в тупик, не все так просто, однозначно, быстро решаемо, тогда тоже может быть выбор, который соединен и с какой-то данностью конкретной, да, обустройством. Может быть, вы задумаетесь над тем, что не просто встречаться, а жить вместе, да, попробовать себя. И это сопряжено с решением очень многих вопросов в нашей конкретной жизни. Поэтому для кого-то из вас вот тут все вместе может быть. И документы, и жилье, и личная жизнь. А для кого-то это выбор по работе может быть. Вот, то есть его величество, выбор все-таки он присутствует. Вот к чему идет. И может быть это то, что зарождается даже в июне, когда карта нам предвещает, что вы перед выбором все равно, ну, как будто встанете. Но вы используйте вот это время перемен для себя по максимуму. Давайте посмотрим, что по основным сферам жизни вот будет сопровождать вот этот период, который мы с вами рассматриваем. Дела, работа, бизнес. Ух ты! Мои дорогие рыбы и рыбки, вы можете быть притягательны для противоположного пола. Но вы сами, кстати, несмотря на то, что туз кубков, вас что-то нравится, все же карта мага. И пусть это у нас сфера дела, работа, бизнес. Но вот я только что сказала, есть как будто любовь. И может быть ваша вторая половинка, если вы встречались, хочет именно продолжения. Но по магу это более холодная энергия. Вы тут что-то будете просчитывать. Если мы на личную жизнь, то вы готовы к продолжению. Но не совсем, когда вы тут с места в карьер или когда с головой вы готовы уйти в какую-то личную жизнь, вот это точно, вы все-таки более рациональны. Есть и дела, вопросы, которые для вас освещают, наверное, это солнце, а солнце – это наши достижения, честолюбивые планы, и поэтому вам придется договариваться, кому-то проводить параллели между личной жизнью и собственными устремлениями. У вас все получится, у вас два старших аркана, маг – великий практик, и он реалист. Иногда мы можем думать, маг – это про магию, но вот ни разу. Это про практику. Но это когда нужно совместить, мои дорогие, чтобы и волки были сыты, ну и овцы целы. Как и чего-то не упустить. И, может быть, вот эта сепарация как раз и означает чего-то не упустить, или разделение, или выбор. Так и на что-то согласиться. А может быть, соединить, как я уже говорила, чтобы не страдала одна какая-то сфера жизни взамен другой. К примеру, у кого-то совмещать работу, как я только что сказала, и личную жизнь. И, может быть, не согласны с вами или на вас обижаются. Тогда по этим двум старшим арканам я не вижу все равно, что вы наступаете на горло собственной песни или какому-то творческому проекту по вашей работе, или то, что вы изучаете, вам это интересно. Для вас важно не соскользнуть в согласие или удобство кого-то. Вы маги, вы волшебники, но совмещать как будто придется. И неважно, что касается это бумаг или принятия каких-то очень важных ответственных решений, взятие на себя ответственности, будьте внимательны, особенно по части ответственности. Маг, он немножко сам по себе.
Давайте скажем правду. Поэтому ничто вас не должно ставить в рамки, самое главное. Вы должны быть независимыми или чувствовать, что я могу всегда, отступив полшага назад, сделать какой-то маневр. Ну, вот такая подсказка. Деньги. Ну, вот тут вот нам карта искаженного восприятия. И в этой колоде нам очень точно передает, что мы можем видеть или как мы можем воспринимать. Это мы можем себя воспринимать с завязанными глазами, руками, хотя девушка сидит совершенно свободная. И правда, нет ничего однозначно плохого или хорошего. Есть то, как мы воспринимаем. Ну, вот это будет для вас важно по части денег. Может быть, и хочется, кстати, по деньгам какого-то быстрого прогресса. И для кого-то из вас, может быть, и есть вопросы, которые ставят еще в тупик, какие-то необходимые платежи. Но, наверное, не оценивайте одномоментно какой-то свой прогресс, мои дорогие. Если быстро не получаете денежный эквивалент, будьте готовы к тому, что все равно нужно быть реалистом и что-то продолжать. И когда выпадает аркан мага и восьмерка или девятка мечей, я всегда говорю, бойтесь себе наколдовать чего-то не того. И я совершенно серьезно. Мысль материальна. И от того, как мы думали вчера, допустим, складывается жизнь сегодня, наше качество жизни. А от того, как мы думаем сегодня, сложится завтра. А у вас что-то очень важное в июне решается. Поэтому если прямо вот сиюмоментно вам может казаться, да, помните, что это лишь ваше восприятие по части денег. Здесь все равно, посмотрите, какой прогресс. Ну, может быть, какой-то и период вам придется быть, ну, более реалистом, чем когда-то прежде. Может быть, это у нас на деньги, что-то просчитывать. Ведь эта карта может точно так же говорить, ты смотри, не потрать куда-то деньги, иначе ты потом окажешься в какой-то прежней истории или с каким-то минусом, и уже поздно тогда сожалеть, потому что это будет уже, ну, как сделанное действие какое-то. Поэтому здесь нельзя надеть на себя словно повязку на глаза или даже из добрых побуждений, а такое может быть, потому что у вас тут туз кубков, это может быть и хочется купить что-нибудь эдакое, потратить туда, чтобы себя побаловать. А карты говорят, нет, маг, практик, материалист, считай буквально, это для вас важно, чтобы какая-то трата, даже на волне добрых эмоций, потом вам не выскользнуло в какой-то минус. Вот это тоже будет важно. Давайте в личной жизни. И вот, наверное, вторик, посмотрите, карта семерка жезлов. И жезлы – дело, работа, бизнес. Это конкретно. Или откуда к нам приходят деньги. И в этой колоде карта очень хорошо символизирует, что вообще происходит. Нам предлагают держать эмоциональный собственный баланс и, опять же, не соскользнуть в какое-то согласие. 7 жезлов пытаются словно достать буквально нашу героиню, но она даже отвернулась. Она хранит свой собственный дзен, собственную целостность, собственную независимость. Иногда называют эту карту соревнования. Это вас словно бросают перчатку, пытаются вас тянуть в какое-то дело или соревнование. Пытаются вас взять на эмоции, чтобы вы с чем-то согласились, может быть, или начали участвовать в каком-то деле. А вам туда не надо. Карта говорит, ты сначала подумай, отступи полшага назад. Рационально просчитай, какие бонусы ты получишь. Для тебя вот это сейчас будет каким-то прогрессом? А на завтра? А через год? Ну, как минимум 6-8 месяцев. Вот такой срок себе поставьте и спросите, это будет иметь значение или нет. Куда вы будете тратить силы? Куда вы будете тратить энергию? А также деньги. Для вас определяет вот этот уровень вашего качества жизни до конца 2025 года, ну и, наверное, на пару месяцев 2026. Поэтому все то, что я говорила, где-то и по пассиансу, да и по всем вот этим картам у вас 3 серьезных старших аркана. Тут ведь как дорога к счастью, к возможностям. Аркан Колесница, карта влюбленной, выбор и карта мага. Тут нечего добавить. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.